Всем привет! Вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Меня зовут Елена, я работаю инструктором по дайвингу, сейчас живу в Таиланде на острове Катао. Я стала инструктором 10 лет назад, точнее 10 лет и 3 месяца назад. Самое время повспоминать, как я дошла до жизни такой, и рассказать всем интересующимся, как вообще становятся инструкторами по дайвингу, чтобы жить где-нибудь на райском острове. Будет интересно, поэтому устраивайтесь поудобнее и погнали! Моя история на самом деле довольно типичная, она повторяется у многих моих знакомых дайвинг-инструкторов из разных стран. Все начинается с путешествия. Опасно это дело, Фродо. Выходить за порог. Стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет. В 2012 году под Новый год я уволилась со стабильной работы и поехала путешествовать по Юго-Восточной Азии. Не скрою, скорее всего, меня накрыл кризис раннего среднего возраста, и я поехала его лечить. Сейчас этим уже никого не удивишь. Я имею в виду путешествием, а не кризисом, но в то время это было достаточно смелое решение. Путешествовала я полгода, побывала в разных местах и наконец-то исполнила свою мечту, попробовала дайвинг. Я делала программу Discover Scuba Diving, то есть пробное погружение, причем пробовала я аж 3 раза, мне очень понравилось, и, естественно, после этого я захотела получить дайверский сертификат, чтобы погружаться дальше. Ни о какой профессиональной карьере в дайвинге, естественно, я тогда не думала. И вот через полгода финальным аккордом моего путешествия стал остров Катао, где, наконец-таки, я получила свой первый сертификат PADI Open Water Diver. Это первая ступень в дайвинге. Море, плавать и вообще воду в любом, правда, исключительно не замороженном виде я любила всегда. А тут я просто безумно влюбилась в дайвинг и то чувство полета и невесомости, которое он дает. К тому же на курсе инструктору помогали 2 ребят, которые в тот момент учились на дайв-мастеров. Разговорившись с ними, оказалось, что выучиться на дайв-мастера и начать работать в дайвинге не так сложно, как мне казалось. Плюс мне очень понравился остров Катао и дайв-центр, где я училась, поэтому, вернувшись в Россию, я посчитала заначку и решила, что еще на несколько месяцев вольготной жизни мне хватит, и рванула обратно в Таиланд учиться дайвингу дальше. Отвлечемся. Среди дайверов ходит анекдот. Дайв-тест на профпригодность. Возьмите маску, 2-пудовую гирю, несколько 100-долларовых купюр, налейте полную ванну холодной воды, дальше наденьте маску, ложитесь в ванну, поставьте на грудь 2-пудовую гирю и начинайте рвать деньги. Если вам все нравится, вам прямая дорога в технодайверы. Если гиря мешает, вам в рекреационный дайвинг. Ну а если денег жалко, вам прямая дорога в дайвинг-инструктора. Я, как в том анекдоте, рассудила, что денег, чтобы нырять в свое удовольствие, у меня маловато, поэтому мне надо сразу в профессионалы. Об инструкторстве я тогда не помышляла, моя цель была доучиться до дайв-мастера. Дайв-мастер в организации PADI – это первая профессиональная ступень в дайвинге. В отличие от дайвинг-инструкторов, дайв-мастера не имеют права учить студентов с нуля. Они могут проводить несколько программ для уже сертифицированных дайверов. В основном дайв-мастера работают либо гидами, либо помогают, ассистируют дайвинг-инструкторам. Так как я была совсем новичком в дайвинге, до начала курса дайв-мастера мне нужно было сначала получить следующую ступень. Это Advanced Open Water Diver, которая позволяет погружаться до 30 метров. Затем нужно пройти курс Emergency First Response, это курс оказания первой помощи, курс Rescue Diver, курс дайвера-спасателя и нанырять в общей сложности 40 погружений. Затем нужно начинать сам курс дайв-мастера, который длится от 2 недель до нескольких месяцев. Тут все зависит только от вас, ну, естественно, от того, что предлагает дайв-центр. Для тех, кому важна только корочка, то есть сам сертификат, можно уложиться в минимальное время. А для того, у кого есть цель начать работать в дайвинге, то лучше не торопиться, получить больше опыта и побыть интерном. Учеба на дайв-мастера в режиме интернатуры – это неплохая возможность окунуться в индустрию дайвинга и понять, а оно вообще вам надо? Кроме теории дайвинга и самих погружений, нужно было собрать и разобрать снаряжение, опреснить его, то есть помыть в пресной воде, потаскать баллоны и совсем нелегкие сумки с оборудованием, встретить клиентов и общаться с ними, что тоже не всегда легкая задача. Забегая вперед, надо сказать, что это большая часть работы не только дайв-мастера, но и инструктора. Недавно у меня было видео про плюсы и минусы работы дайвинг-инструктором, где я рассказывала об этом подробнее. Если еще не видели, посмотрите.
по ссылке. Свое обучение я оплачивала самостоятельно, а вообще по миру существует возможность бесплатной интернатуры. Бесплатно условной, потому что все полученные сертификаты нужно будет отработать, а значит обучение займет значительно больше времени. Плюс такую интернатуру нужно выбирать очень тщательно, читать отзывы, чтобы не оказаться в положении практически раба на несколько месяцев, а в итоге образование так и не получить. Также, чтобы получить сертификат дайв-мастера, нужно сдать несколько теоретических тестов, физические нормативы по плаванию, практические навыки дайвинга. Уже на курсе дайв-мастера учатся, как красиво показывать дайверские навыки под водой и помогать студентам их осваивать. Еще одно интересное упражнение на курсе дайв-мастера – это стресс-тест. Название тут говорит само за себя. Задача – обменяться с напарником снаряжением под водой. Снаряжением это значит скубой, комплектом акваланга, маской, ластами, а на себе остается только костюм и груза. Дышать нужно при этом попеременно из одного регулятора. Можете себе представить. Вообще курс дайв-мастера очень гибкий. Тут многое зависит от инструктора, но также от самого студента. Кто-то учится и ныряет не напрягаясь, а кто-то берет от курса по максимуму, то есть ходит нырять на все доступные дайвы, что с моей точки зрения логично, потому что нырялка обычно во время курса включена, почему бы не понырять побольше, если уже оплачено. Еще можно учиться ассистировать не только своему инструктору, что тоже очень интересно, потому что у всех разная манера преподавания. Например, очень помогает на будущее побыть пару раз жертвой на курсе Rescue. Хотя дело это опасное, тут могут и притопить нечаянно во время спасения. Ну вот, от пары недель до нескольких месяцев прошли, и заветный сертификат дайв-мастера у нас уже почти в руках. После окончания курса дайв-мастера принято устраивать так называемый сноркел-тест. Это то, ради чего многие, собственно, и записываются на курс. Новоиспеченный дайв-мастер одевает комплект для снорклинга – маску, трубку, ласты. Но трубка непростая. В конце трубки к ней прикреплена самодельная воронка, куда, как вы понимаете, в дальнейшем будут заливаться алкогольные напитки. Инструктор заливает в трубку алкоголя, задача дайв-мастера все это выпить. В процессе, если нужен перерыв на подышать, дайв-мастер может показать сигнал своему бадди-партнеру: нет воздуха. Бадди-партнер приподнимет маску, чтобы дайв-мастер мог сделать вдох через нос. Ну, конечно, особой удалью и лихостью считается выпить все, что залили, на одном вдохе. Заливают обычно ром или виски, намешанные с кока-колой в литровой бутылке. Затем нужно встать и добежать в ластах до моря, затем 3 раза поклониться Посейдону или морским духам, прибежать обратно и получить от своего инструктора символический удар ластой по попе, который означает превращение обычного дайвера в профессионала. Снорк-тест – это мировая традиция, но в разных местах она проводится слегка по-разному. Например, у иностранцев принято, чтобы кандидаты в дайв-мастера обязательно смешно одевались, например, мужики одеваются в платье или что-то вроде того. Еще я слышала, во многих местах не принято, чтобы кандидаты сами себе мешали алкоголь. Они просто сидят, а все присутствующие подходят и наливают им в трубку, что у них есть в стаканах. Вот это я считаю вообще очень жестко и настоящее издевательство над неокрепшими дайв-мастерами. Когда я училась на курсе дайв-мастера, мне, можно сказать, повезло. Я начала свою учебу в ноябре, и на Новый год, когда в разгар сезона было много клиентов, мне уже доверяли водить группы. Сначала под присмотром, а потом и самостоятельно. Плюс мне помогло знание английского языка. Я училась в русском дайв-центре, и на тот момент немногие инструктора там могли свободно говорить на английском. Так я и начала работать дайв-мастером в Таиланде, получая деньги за работу своей мечты. Ну вот, у нас заголосили цикады, поэтому предлагаю прогуляться, сменить локацию, найти местечко потише.
О, это было золотое время для русских, живущих в Таиланде. Доллар по 30, а значит бат менялся к рублю 1 к 1. Толпы русских туристов с деньгами и без знания языков, которым нужны были развлечения, отели и прочие услуги. По поводу легальности пребывания и тайской визы тогда можно было не сильно заморачиваться. Бордер-ран, то есть выезд из страны каждый месяц и получение на обратном пути бесплатного штампа еще на 30 дней, не составляло проблемы. А у нас к этому прибавлялось всего 5 ленивых полицейских на весь остров и ощущение полного релакса. Вечеринки до утра, огненные шоу на пляже, в том числе прыжки через горящие скакалки и кольца, ведра с дешевым, но не самым плохим ромом и, конечно, обалденные пейзажи и дайвинг. Как не захотеть остаться здесь навсегда? Это Нала. Привет, привет, привет. Нала, иди сюда. Повернись лицом. Нала. Я нашла новое укромное местечко. Тенек. Вроде здесь потише. Можно продолжать. Исходя из этого, я и стала задумываться о следующем логическом шаге – становиться дайвинг-инструктором. Потому что работа дайв-мастером на самом деле особо много денег не приносит. Конечно, при большом потоке клиентов можно себя обеспечить, но во многих странах, например, работа дайв-мастером зарезервирована для местных, а иностранцев берут только с корочкой дайвинг-инструктора. Раз уж мы заговорили о деньгах, самое время поговорить более подробно о материальном. В свое время я выбрала остров Катао, чтобы сделать сертификат Open Water Diver, потому что цены здесь были одни из самых дешевых не только в Таиланде, но и в мире. И на самом деле за последние 12 лет они не особо поменялись и даже местами стали ниже из-за ковида. Но сейчас потихоньку возвращаются до ковидного уровня. Итак, сколько же стоит стать дайв-мастером с нуля и в дальнейшем инструктором? У меня есть шпаргалка, я буду подглядывать. Итак, сертификат первого уровня Open Water Diver стоит примерно где-то $300. Напоминаю, это цены для Катао, для Таиланда. Дальнейшие курсы до уровня дайв-мастера стоят около $2000. Сюда не входят взносы в сертифицирующую организацию PADI. Эти взносы как раз-таки стабильно из года в год растут, поэтому здесь я их приводить не буду. Чтобы после дайв-мастера стать инструктором PADI, нужно пройти так называемый IDC, Instructor Development Course, и сдать экзамены. Это еще примерно $3000, а здесь уже я посчитала со взносами. Плюс, если работать как профессионал, нужно еще купить свое собственное снаряжение. Это достаточно часто задаваемый вопрос о том, сколько стоит полный комплект оборудования для дайвинга, на который сложно ответить, потому что разброс цен здесь просто огромный. Начиная от самого простого оборудования секонд-хенд, которое на таком дайверском острове, как Катао, годами ходит по рукам, до самого эксклюзивного и дорогого. На мой взгляд, базовый комплект снаряжения можно собрать примерно от $1500. Это будут самые простые базовые модели, но новые, из магазина. Надо заметить, что для инструктора, который ныряет каждый день, я считаю, вообще нет смысла покупать какую-то супердорогую снарягу, потому что цена, к сожалению, не прямо пропорциональна сроку службы, особенно при высоких нагрузках. А с появлением китайских маркетплейсов всякие расходники типа костюмов, дайверских буев, бот, я вообще считаю, нет смысла покупать в брендовых магазинах. Сейчас китайцы еще осваивают выпуск регуляторов компьютеров, компенсаторов плавучести BCD. Я советую к ним присмотреться, особенно на фоне общего падения качества у крупных брендов. Так, вернемся к моей истории. Решение идти учиться на инструктора принято, но на тот момент таких денег у меня не было. А работая дайв-мастером, откровенно говоря, что-то накопить достаточно сложно. Поэтому я решила вернуться в Россию на старую работу, чтобы зарабатывать деньги на инструктора. Если кто-то из зрителей уже подумал, ей это было легко накопить со старым курсом доллара, попробуй сделать это сейчас, когда курс почти 100. Я напомню, что на тот момент на дворе стоял 2014 год, а курс рубля опять же стремительно падал, а цена мечты стремительно росла. Каждое утро у меня начиналось с проверки курса валют и черных мыслей о том, что пора заканчивать, наверное, выпендриваться с этим инструкторским курсом.
потому что нужно было накопить не только на сам инструкторский курс, который значительно подорожал в рублях, но и еще на пару-тройку месяцев жизни в Таиланде и желательно на обратный билет в случае провала. А провал становился все более вероятным, потому что с таким невыгодным курсом, как я думала, меньше русских туристов поедут отдыхать по миру, и значит спрос на русскоязычных инструкторов тоже упадет, значит будет сложнее найти работу. Примерно такие же мысли меня посещали в 2020 и 2022 году, сами понимаете, в связи с какими событиями. Это, кстати, еще один минус работы дайвинг-инструктором, в копилку к предыдущему видео. Работа инструктора, как и в общем туризм, очень сильно зависит не только от разнообразных экономических проблем, но вообще и от международной ситуации, международных проблем в целом. Но не дать задний ход мне помог работодатель. Он решил перевести наш департамент на аутсорсинг и, соответственно, сократить часть сотрудников. Уволен. 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 Я мужественно принесла себя в жертву на сокращение в обмен на парочку окладов. Как экономить каждую копейку, урезая все лишние расходы, я тут описывать не буду. Я думаю, что на YouTube есть миллиард аналогичных видео. Могу только сказать, что мне помогла очень сильно кредитная карта. Когда мне приходила зарплата, на всю зарплату я покупала доллары, затем весь месяц жила по кредитке, затем следующая зарплата, я расплачивалась по кредитке, на остаток покупала доллары. И так проходил месяц за месяцем. Время в таком режиме пролетело незаметно, и вот я уже лечу в Таиланд с билетом в один конец. Итак, опять учеба, инструкторский курс. Если дайв-мастерский курс при желании можно было растянуть на месяцы, то с инструкторским курсом это уже совсем другая история. IDC или Instructor Development Course – это такой тренинг-интенсив длиной 2 недели, на котором по большому счету тебя уже ничего не учат. Кандидаты уже должны владеть и теорией, и практикой дайвинга. Всему этому, по идее, нужно было научиться на курсе дайв-мастера. На курсе инструктора просто тебе объясняют основные навыки преподавания, проверяют, полируют твои знания. Это в идеале. Естественно, в реальной жизни у всех есть какие-то пробелы, которые прибавляют и без того большой объем домашней работы. Учатся будущие инструктора под руководством курс-директора. В классе учатся делать презентации по определенному навыку или теоретическому моменту из дайвинга. Причем у презентации обязательно должна быть определенная структура. Нельзя лепить, что придется. И на самом деле это очень помогает в будущем структурировать свои объяснения максимально емко, четко, логично, не перескакивая с одного на другое, но при этом кратко. Очень полезно. Еще в классе мы решали бесконечное число тестовых экзаменов по теории дайвинга и стандартам обучения. За время обучения я не знаю, сколько этих тестов я прорешала, но перед экзаменом у меня уже все отскакивало от зубов, слава богу. Практическая же часть курса состоит из тестовых уроков, где студентов-дайверов изображают другие кандидаты в инструктора, которых курс-директор заранее учит плохому, то есть заранее задает им делать определенные ошибки. А затем кандидат, который изображает инструктора, сначала должен максимально доходчиво объяснить навык или упражнение на суше, под водой организовать своих студентов, красиво продемонстрировать навык, принять этот навык у студентов, вовремя ошибку исправить. И затем на суше сначала обязательно всех похвалить, потому что пади – это американская система, нельзя в глаза сказать, что ты дурак и не знаешь, что ты делаешь. А затем максимально корректно объяснить, что было сделано неправильно, и объяснить, как нужно делать правильно. Эти тестовые занятия проводятся как в бассейне, так и в открытой воде, то есть в море. Еще на инструкторском курсе тоже есть норматив по плаванию, но он почему-то намного проще, чем на курсе дайв-мастера. В общем, программа насыщенная, свободного времени практически нет. Во время моего IDC не могу сказать, что мне было очень сложно, естественно, я волновалась. У меня были, наверное, какие-то пробелы за счет того, что когда я училась на дайв-мастера, я достаточно быстро сразу начала работать гидом, и, наверное, какие-то вопросики в теории и практике дайвинга у меня остались. Приходилось их наверстывать. В конце инструкторского курса сдается инструкторский экзамен. Это своеобразный ЕГЭ, на которые экзаменаторы приезжают аж из РАНО, точнее из региональной штаб-квартиры ПАДИ. Обычно экзамены идут 2 дня. В первый день сдается
теоретический экзамен, экзамен по стандартам обучения, а также практические занятия в бассейне. На второй день это обычно теоретическая презентация и практическое занятие, но уже в море. Еще чуть не забыла сказать, на экзамене также нужно обязательно показать правильную, красивую демонстрацию дайверских навыков под водой, а также показать, что умеешь спасать бессознательного дайвера на поверхности. На самом деле, инструкторский экзамен, если хорошо подготовился во время EDC, кажется очень легким, но все равно это очень большой стресс. Я волновалась, наверное, сильнее даже, чем на защите диплома в институте. А почему я волновалась сильнее? Да потому что пересдача инструкторского экзамена платная, и цена ошибки достаточно высокая. У меня лишних денег на пересдачу не было, поэтому пришлось сдавать все экзамены с первого раза. Вместе со мной на Котау из разных дайв-центров выпустилось примерно 50 инструкторов. И такие курсы проводятся на Котау практически каждый месяц. То есть можете представить себе конкуренцию свежеиспеченных дайвинг-инструкторов. И, конечно, после экзаменов начинается самое сложное – это поиски работы. О поисках работы я расскажу буквально пару слов. Естественно, первое – это правильно составленное и красивое резюме. Если цель работать где-то на тропических островах, резюме, естественно, должно быть на английском. Также желательно обзавестись парой рекомендательных писем. Если опыта работы еще нет, можно попросить о рекомендательном письме либо своего курс-директора, либо того инструктора, у которого вы учились на дайв-мастера. Предложение о работе можно найти либо на профессиональной части сайта сертифицирующей организации, в моем случае это PADI, так как PADI это практически самая крупная организация в мире, объявления о работе появляются практически каждый день и со всего мира. Еще есть разнообразные группы в Фейсбуке, тоже их можно найти по поиску, и специализированные сайты о работе в разных странах. Например, о работе на Мальдивах есть сайт jobmaldives.com. И как и в случае с работой дайв-мастера, мне здорово помогло знание английского языка. Вообще при работе инструктором и поиске работы язык – это огромное конкурентное преимущество. Чем больше языков, тем лучше. Так, благодаря этому меня оставили в дайв-центре, стали давать работу, стали давать студентов, у меня появилось больше опыта, и Котау стал моим вторым домом. После этого у меня еще было 3 заезда на Мальдивы, лето на Кипре. Это уже совсем другая история. Итак, спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если хотите услышать новые истории про дайвинг.